Соседки по комнате в общежитии ей завидовали, когда видели в компании жгучего, гладко выбритого голубоглазого брюнета. Считали, что повезло с галантным кавалером, а завидовать в конечном счете нечему. Светка поежилась, вспомнив первую и последнюю встречу с женой Федора, которая подкараулила ее на заводской проходной, чтобы растолковать, что почем. «Ну, здравствуй, кажется, Светлана», — начала она. «А вы кто?» — вздрогнула Светка и напряглась от взгляда высокой стройной женщины с высветленными в пепел волосами. «А я Ольга, жена Федора Мизинцева». «Что? Что слышала?» «Еще одна простушка», — спокойно проговорила женщина. «И сколько же вас таких на свете? Никогда не переведетесь, охотница за чужим счастьем. Да что вы себе позволяете?» «Слушай», — блондинка осторожно взяла соперницу за локоть. «Это ты что себе позволяешь? Я законная жена. Видела тебя со своим муженьком. И ты еще выкобельничаешь передо мной, да? Вместо того, чтобы извиняться, провалиться от стыда. Хотя так делают и чувствуют порядочные люди. Но, видимо, это не про тебя. А таких, как ты, она оценивающе посмотрела на соперницу, у него было столько, что не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы посчитать. Связалась с женатым, бесстыжая. Он мужчина, охотник, понимаешь? Ты для него всего лишь мимолетное приключение. Поматросит и поминай, как звали. Держись от него подальше. Кстати, у нас 2 дочки. Могу фото семейное показать. Ольга достала помятый снимок и протянула ошарашенной Светке. Вот, доказательство большой и чистой. Это мы в Анапе 2 месяца назад. Ну, что молчишь? А что вам от меня надо? Разбирайтесь со своим мужем сами. И разберусь, не переживай. Он недавно на этот завод устроился. Зарплата достойная. И ты тут на нашу голову. Отстань по-хорошему. Не ведись на обещания. Федя не собирается разводиться. Не трать время даром. Сколько тебе? 30? 25, с обидой возразила Светлана. Тем более. Еще успеешь замуж выскочить и нарожать, а Федора оставь в покое. Светка больше не стала выслушивать Ольгу. Она на ватных ногах медленно зашагала прочь от неожиданно ворвавшейся в ее счастливый мир супруги возлюбленного и разом перечеркнувшей розовые надежды и мечты. «Предатель!» — бормотала Светлана. К горлу подступил ком. Но она не могла себе позволить на улице выставить на всеобщее обозрение свои чувства, не хотела пересудов на работе. Вечером, как ни в чем не бывало, заявился к Светке Федор с цветами. Она с опухшими глазами выгнала его, несмотря на клятву в вечной любви и обещаниями развестись, так как они с супругой давно друг другу чужие люди. 2 недели Светлана приходила в себя. Федор больше не донимал ее. Делал вид, что не знает, отворачиваясь при встрече. Беда не приходит одна. Утреннюю тошноту и головокружение Светка поначалу списала на переживания, но вскоре поняла, что любовь с Федей, наивная, пылкая, дала свои плоды. 6 недель звучало как приговор. Светка не хотела стать матерью-одиночкой. Очень испугалась. Ей казалось, что все знают теперь и смотрят на нее с осуждением, ведь она поступила неправильно, доверившись любимому, которого совсем не знала. Федя скрыл от нее свое семейное положение. Ну что она могла сделать? Попросить паспорт при знакомстве? Кольца-то у него на безымянном пальце не было, хотя не все женатые носят его. И почему она не насторожилась, когда кавалер просил держать в секрете их отношения на работе? Он обманул ее, но от того, что Светлана была не в курсе, легче не стало. Да к тому же коллектив зашушукался.
перетирая в подробностях приход Ольги к сопернице. «Я беременна». Светлана, воспользовавшись обеденным перерывом, от безысходности подошла к бывшему любовнику. «Я дам денег, только прими меры», – буркнул он ей. А на следующий день Федя уволился, навсегда исчезнув из ее жизни. Света понимала, что затягивать с этим делом нельзя. Несмотря на все предостережения доктора, взяла направление на операцию. И вот сидит она на скамейке, сжимает листочек, будто боится потерять. «Спешите», — сказал парень в деловом костюме и с огромным букетом бордовых хризантем, плюхнувшийся рядом со Светкой. «Что?» — посмотрела она опустошенными глазами на незнакомца. «Часы у вас спешат», — кивнул он, указывая на позолоченные часики на ее руке. «А у меня всегда часы на 10 минут вперед бегут. Подвожу их постоянно, но все без толку», — с равнодушием констатировала Светка, отвернувшись от собеседника. «Погода сегодня просто чудесная, не правда ли? Настоящее бабье лето. Маме моей нравится это время года. Она говорит, что вот таким теплым осенним днем сделала правильный выбор в жизни и ни о чем не сожалеет». «А вы знаете», — разболтался неугомонный сосед, свалившийся как снег на голову Свете, «моя мамочка вот такая», и показал большой палец, «а я ей очень благодарен». «А отец?» — само собой вырвалось у Светки. «А об отце она никогда не рассказывает. Да и я не спрашиваю. Вижу, что маме неприятно о нем вспоминать. А я с собеседования иду. Представляете, меня выбрали из 10 претендентов на престижное место в фирме. Я один им подошел, хотя у меня и опыта-то работы нет. Прямо верится с трудом. Это мама придала мне уверенности в мои силы, и я уже знаю, куда потрачу первую зарплату. Куплю путевку к морю для мамочки. Она никогда не была на море. А вы бывали? Нет. Светка пристально посмотрела на говоруна, присевшего рядом с ней. Взгляд почему-то зацепился за бордовый галстук. Симпатичный паренек светился от счастья. «Мамин подарок!» С гордостью погладил он галстук рукой, заметив, куда посмотрела девушка. «Я, наверное, вам надоел со своей болтовней, но мне так хочется поделиться с вами своей радостью. Вы такая печальная. Я подумал, что вам нужно с кем-то поговорить. Я вас достал своей болтовней?» Света молча помахала головой. Незнакомец совсем не раздражал ее. Он сумел остановить поток мрачных мыслей, которые крутились у нее в голове. А его восхищение мамой заслуживало уважения. «Какая преданная любовь!» — думала она, уже с интересом наблюдая и слушая говорившего. «Как повезло его маме! Вот бы мне такого сына!» «Ну я пошел. Мамочка теперь ждет меня и волнуется. А вы не спешите». «Что, простите?» «Это я вашим часиком», — заулыбался он. Улыбнулась она в ответ. Через минуту паренек скрылся из виду, а Светка достала направление, которое боялась несколько минут назад выпустить из рук, и порвала на мелкие кусочки. А потом еще долго сидела, как завороженная, вдыхая осенний воздух солнечного дня. На душе у нее стало легко и тепло после этого незнакомого, но показавшегося таким близким говоруна. Она не одинока. Та женщина одна вырастила и воспитала прекрасного сына. Жаль только, что Светка не спросила его имени. Но это уже не важно. Выбор сделан. 23 года спустя. «Мам, я опаздываю!» Стоял у зеркала Стас, а мама старательно завязывала ему бордовый галстук, купленный накануне для важного собеседования по поводу работы. «Может, ну его?» «Это для уверенности. Поверь мне, все будет хорошо.
тебя обязательно возьмут. Совсем другое дело. Закончила Света с галстуком и отступила, чтобы полюбоваться сыном. Волнительно как-то. А вдруг? Это твое место. Ты не волнуйся. Отвечай четко на вопросы и не забывай улыбаться. Ты неотразим. Хорошо, мам. Стас чмокнул в щеку маму и поспешил на собеседование. Света, провожая сына, смотрела в окно, как ее самый близкий и родной человек на всем белом свете бодро шагал в сторону остановки. Вдруг она вздрогнула, словно током ударила. Где-то она уже это все видела. Тот паренек в сквере более 20 лет назад. Стас в деловом костюме сейчас ей напоминал его. А ведь она на долгие годы забыла тот случай. И вот забытый момент ожил в памяти. Но как? Как такое возможно? Неужели тогда сама судьба дала возможность увидеть своими глазами, от кого она хотела избавиться? Какое нехорошее слово! Сделать правильный выбор, направив Светлану по нужному пути. И почему она тогда не познакомилась с ним, ведь они практически были ровесниками? Почему не спросила, как зовут его маму? А впрочем, теперь это не имеет значения. Все сложилось замечательно. После обеда Стас пришел домой с огромным букетом бордовых хризантем в тон к его галстуку и сообщил Свете, что его приняли на работу. А еще сынишка пообещал ей, что они обязательно поедут к морю, ведь она никогда там не бывала. Настало время, когда он будет заботиться о любимой мамочке. Ради нее он гору с места сдвинет, речку повернет вспять. Вот какой сын вырос у Светы. Какие бы трудности ни встречались им за эти годы, она, бывало, уткнется в его пухлую макушку, и на душе становится легче. Совсем справились, все выдержали и не пали духом. Светлана ни разу не пожалела, что родила. Она сделала правильный для себя выбор. Значит, так тому и быть.